Всем привет! Сегодня у нас в работе вот такая машина. Это Mazda 6, цвет 46V. Как видно, она вся целенькая, без грунта, без каких-то особых дефектов. Что с ней сегодня нужно сделать? Нужно ее просто перекрасить. Причина перекраски следующая. Были покрашены раз дверь, вторая дверь, полностью в стык, порог, но не попали в цвет. Краска сбоку немножко отличалась, она была светлее. Здесь нужно сделать, перекрасить раз, два, три детали и делаем сюда переход. Переход делаем таким образом, чтобы не стыковалось с задним бампером, не стыковалось с крышкой багажника. Эту сторону, крыло, мы будем красить с капотом в стык, потому что капот уже не оригинальный, капот уже красился. И капот красился приблизительно такой же краской где-то, как и у нас. То есть тоже не тот бок, и он отличается. Поэтому мы будем красить, подбирали близко, чтобы было к капоту. Это удалось сделать. С чего начинаю покраску? Конечно же, с обезжиривания. Здесь все уже запаковано. Еще будет краситься передняя губа с бампера. Конечно, такой цвет, что в стык даже и без вариантов пока что подобрать. Я сколько не видел, кто не говорит, что мы можем подобрать в стык. Мы можем красить в стык и всякое такое. Никто этот цвет еще ни разу и не видел, чтобы покрасили в стык. И чтобы было при этом идеально. То есть все идеальные варианты, которые получались при ремонте, это либо какие-то детали, которые не стыкуются, либо покрашенные в переход, либо просто потянутые. Потому что просто чисто новую дверь покрасить в стык на этом цвете, это просто нереально. Может быть, кто-то может это сделать. Если может, напишите в комментарии, напишите, в какой системе это было сделано. Мне интересно будет почитать. Но в данном случае это будет краситься в мобихеле. Цвет подбирался в мобихеле. Давайте сейчас обезжириваю, крашу и буду все рассказывать по ходу. Липкая салфетка. Есть. Далее бесцветная база Mobihel. Ее я нанесу на место, на котором будет сделан переход. Здесь будет переход, нанесу бесцветную базу. Потому что я буду красить до лючка. Все, там будет все сплошняком краситься, поэтому больше мне бесцветная база нигде не нужна. Остатки бесцветной базы в банку. Так, далее берем нашу краску, подложку, первый слой, который идет. Фильтр воронку. Наливаем.
и идем красить. Давление при покраске: пистолет ХВЛП, игла откручена, ну скажем, из всего возможного где-то наполовину, чтобы мокро наливать. Давление при покраске 2 бара. Напоминаю, буду красить крыло, дверь. На этом крыле переход, чтобы не было стыка с бампером и с задней крышкой багажника. Здесь делаю такой небольшой карманчик, чтобы лишнее сюда не летело. Потом его снимем. Первый слой нанесли, сейчас 5 минут выдержка, он станет матовый, делаю второй слой на тех же самых настройках. Но видно, что сейчас жарко, в принципе, очень быстро сохнет. Там докрасил, тут уже сухое, жарко. Сейчас покрашу еще носик. Первый слой базовой краски подложки стал матовый. Забыл сказать, это краска Mobihel, сделанная с подбора с миксов, разбавленная на 60% разбавителем 300. Наношу второй слой.
пару минут и буду делать опыление финальное. Краска еще не высохла, но уже начинает подсыхать. То есть самое время делать опыление, чтобы убрать вот эту пятна, яблочность, которая здесь есть. Опыление делаю, подачу материала чуть-чуть меньше. Подложкой покрасили, сделали опыление, сделали переход. Сейчас жду 15 минут. После этого буду вскрывать тонированным лаком. Разбавил цветной лак с цветной добавкой. Заливаю в краскопульт. Краскопульт использую КВЛПшный, так как он более равномерно, более тонко и равномерно сможет разложить лак. Лак немного переразбавлен, чтобы более легко мне было сделать переход, потому что лаком буду вскрывать не полностью, деталь буду вскрывать не полностью. То есть тут буду не доходить немножко, тонированным лаком буду немножко не доходить. И здесь так же само буду не доходить. Поэтому у меня лак разбавленный на 20%. И беру я пистолет КВЛПшный. Давление при покраске, при нанесении будет 2 бара. Подача материала открыта, ну скажем, наполовину. Два с половиной давления. Наношу 2 тонких слоя. И после этого буду контролировать, буду прилаживать выкраску, смотреть количество слоев лака.
нанес один тонкий слой тонированного лака, приложил выкраску, видно, что выкраска немного темнее, то есть мне нужно еще делать один слой тонированного лака и потом опять контролировать. Когда у нас все выровняется, моя выкраска и деталь, после этого покрываю одним слоем обычного прозрачного лака. Все, сейчас жду 10 минут и буду вскрывать вторым слоем тонированного лака. Напоминаю, давление 2-2,5. Нанес второй слой лака тонированного. Теперь беру лампу, беру мою выкраску, сравниваю.
сейчас буду вскрывать прозрачным лаком. Разбавил бесцветный лак, прозрачный, без добавки, для того, чтобы покрыть всю бочину. Лак используем Abihiel антискретч 2 к 1. Наносить этот лак буду в один слой. Это нужно для того, чтобы можно было пополировать немного, убрать мусоринки с машины. Заливаю в краскопульт. Краскопульт ХВЛПшный. Диаметр сопла 1,3. В общем, тот, которым я наносил и базу, и цветной лак. Подача где-то серединка, средняя на пистолете. Количество оборотов не говорю, потому что резьба на многих краскопультах разная. Давление 2-2,5. Начинаю вскрывать. На эти части, где у меня вообще не было лака, вначале нанесу тонкий-тонкий слой, а после накрою еще одним, чтобы не было каких-то вот эти вот опылы старого лака, которые стонированы, чтобы оно все не просело, чтобы было более-менее ровное. Плюс будет лучше полировка. Все, сейчас здесь нанес. Сейчас я пока дойду до заднего крыла, оно как раз немного подсохнет. И в этом месте я буду растягивать 2400 разбавителем для перехода.
В общем, вскрыл бочину всю полностью бесцветным лаком. Здесь сделал переход с помощью 2400 переходного разбавителя. В принципе, все нормально. Есть, конечно, мусоринок. В принципе, немало. Но они подполируются. Все, сейчас 15 минут жду и включаю сушку. Увидимся после сушки. Так, вот высохла машина. Посмотрим результат. Здесь, где не красилась, где только под переход. По цвету отлично. По заднему бамперу тоже, в принципе, все хорошо. Пятен не видно, переходов не видно. Здесь переходик тоже получился. Вот это место нужно будет пополировать. По капоту смотрю, все хорошо, потому что капот уже перекрашивался. Ну, в общем, все хорошо. Машина получилась неплохо.